Здравствуйте, меня зовут Долговых Анатолий, Уральский авиационно-спасательный отряд. Представьте, что вы заблудились в лесу. Если вы уже точно понимаете, что заблудились, если вы точно не знаете, куда дальше идти, самое лучшее – это оставаться на месте и развести костер. Для этого нам понадобится нормальное сухое дерево в качестве дров, растопка, расчистить место для костра, ну и развести сам костер. Нам понадобится надежная растопка, для того, чтобы костер развести легко, быстро. Мы находим березку и надираем с нее бересты. Чем больше, тем лучше. Чем она тоньше, тем она лучше будет гореть. А вот такие вот тоненькие, которые сами отслаиваются, такие вот тоненькие листики, они горят лучше, чем бумага. Моментально разгораются и дают гораздо более устойчивое и жаркое, чем у бумаги, пламя. Чтобы сделать хороший костер, нам нужны хорошие дрова. Как нам узнать в лесу хорошие дрова? Смотрим на верхушку дерева. Если видим зеленую хвою, это не наш вариант. Мы его не сможем, скорее всего, победить голыми руками. И даже если вдруг мы его победим, он у нас не будет гореть. Нам нужно дерево без хвои. И в идеале, если на нем очень мало коры. Чем меньше коры на дереве, на сухой сосне, значит, тем дольше она стоит. Значит, снизу она немножечко подгнила. Значит, мы ее сможем, даже если она, кажется достаточно большой, победить даже голыми руками. Мы медленно-медленно раскачиваем дерево, чтобы оно набирало амплитуду своей верхушкой. И тогда оно само своим весом себя сломает, даже если оно достаточно большое. Ну и еще один момент важный – безопасность. Будьте осторожны, деревья достаточно тяжелые, они могут упасть прямо на нас. Медленно-медленно его раскачиваем. И отходим в стороночку. Вместе с нашим сухим деревом нам в комплект достается бонусом замечательная растопка. Сухие сосновые веточки, большая часть из них во время падения осыпется и будет лежать, ее останется только собрать. Меньшую часть можно тут же на дереве позбивать. Выбираем удобное для нас место и начинаем копать снег. Копаем снег сразу так с расчетом. Во-первых, для того, чтобы у нас костер, который будет гореть и топить снег, не утонул. Поэтому копать придется до земли. А во-вторых, с таким расчетом, чтобы нам еще хватило места возле него разместиться. Можно, конечно, полениться делать это сразу, но костер будет в снегу тонуть. Копать придется в итоге все равно, поэтому лучше это сделать сразу. Берем нашу бересту, которую мы насобирали. На всякий случай оставляем чуть-чуть запаса. Если вдруг у нас не будет получаться с первого раза, костер начнет тухнуть. Мы ее набрали много, поэтому чуть-чуть оставим в запасе. Берем тоненькие веточки, наламываем их поменьше. Делаем это все по принципу от меньшего к большему. То есть сначала у нас в ход идут самые тонкие веточки, потом чуть потолще и подлиннее. Вот у нас береста разгорелась. И мы начинаем то, что мы сверху набросали, поправлять, чтобы от бересты у нас успели разгореться тонкие веточки. Разгораются они достаточно хорошо, достаточно быстро. Вот, соответственно, вот у нас уже загорелся огонь. Сейчас у нас от бересты загораются наши тонкие веточки. И мы их уже начинаем складывать не как попало, а шалашиком. Таким образом получается, что у нас в верхней части пламени самая высокая температура, и у нас уже более толстые веточки хорошо разгораются.
Складываем наши деревяшки в виде шалашика равномерно со всех сторон. Берем уже деревяшки потолще. Они у нас начинают тоже разгораться. Ну и в дальнейшем складывание дров в костер в виде шалашика применяется в каком случае? Когда нам надо, чтобы от костра было много света и много тепла. Минус этого способа в том, что дрова достаточно быстро заканчиваются. Сейчас у нас вот эта мелочь прогорит, и у нас будет уже достаточное количество угольков для того, чтобы сделать нормальный костер. Когда у нас костер устойчиво горит, мы можем в него абсолютно спокойно, во-первых, в целях экономии дров нормальных, а во-вторых, из прагматичных соображений, засовывать в костер всякий хлам. Березовые пеньки, сырые, валяющиеся, полусгнившие на земле достаточно толстые деревья. Если у нас костер горит достаточно уверенно, то в этом костре, соответственно, весь этот хлам высохнет, разгорится и будет давать нам ровный, достаточно сильный жар. Костер у нас готов. Нам надо согреваться. Нам надо расположиться поудобнее. Это значит, что нам надо сесть, заизолировать нашу седалищную часть и ноги от снега. Для этого мы берем что побольше. Накладываем себе, делаем сиденье, чтобы не сидеть на снегу, не терять тепло. Располагаемся у костра. Хорошо, тепло, красота. Ну и еще один важный штрих. Подходя к костру, не забывайте отряхивать ноги, потому что все, что на вас налипло, у костра все это впитается вам в обувь. Какая бы крутая на ней защита и мембрана ни была, вопрос времени, когда ваша обувь промокнет и ваши ноги начнут, соответственно, замерзать. Ну и маленький лайфхак. Все обычно сушат обувь таким образом, что она у них обычно сгорает. Каким образом правильно высушить свою обувь? В первую очередь надо заморочиться не обувью, а тем, куда вы денете ноги, пока ваша обувь сохнет. То есть расположитесь удобно, набросайте что-нибудь. Ветки, лапник, чтобы ноги у вас не стояли на снегу. Далее. Рукой пробуйте тепло костра. Так, чтобы руке было именно тепло. Не горячо, а вот именно тепло. Это гарантия того, что ваша обувь останется целой. На таком расстоянии от костра тыкайте веточки, палочки, все что угодно. Вот обратите внимание, все, что с обуви не было заранее обтрясено, оно у вас становится возле костра водой. Поэтому перед тем, как сушить, еще раз, лишний раз обтрясите обувь. Быстрее высохнет. Берем обувь, которую мы уже обтрясли. Выбираем нужное нам расстояние для сушки. Расшнуровываем ее по максимуму. И разворачиваем подошвой от костра. Оставляем сушиться. Вот таким вот образом. Ну и засекаем немного времени. Посмотрим. Вот уже начали парить. Что характерно, таким образом обувь не сгорает, не портится. Это гарантия того, что вы не останетесь без башмаков до кучи всех ваших прочих неприятностей. Даже если они у вас не успеют высохнуть, как минимум они у вас будут теплые. А вот у меня уже ноги у костра горят. Обувь у нас, конечно, высохла не до конца, но уже стала теплая, гораздо более приятная. Это значит, что мы немножечко сэкономили себе энергии для дальнейших свершений. Ну и еще один лайфхак. Если у нас деревяшки горят не очень, лежат плотно, мы берем вот такие веточки и делаем небольшой промежуток между большими деревяшками, так, чтобы у нас подсасывался воздух. То есть вот эти веточки наши, они фактически
создают разрыв между большими деревяшками, между бревнами можно сделать точно так же. Дают подсос воздуха, и, соответственно, костер у нас начинает лучше гореть. Поэтому, если вам надо, чтобы у вас горело активнее, берете и делаете зазоры для воздуха. Если вам надо, чтобы горело медленнее, наоборот, эти зазоры стараетесь убрать. То есть сдвигаете деревяшки между собой поплотнее, и они уже в таком экономичном шающем режиме у нас горят. Итак, друзья, общий итог. Если вы заблудились и вы уже понимаете, что вот точно заблудились и не знаете, куда идти, не теряйте время, не теряйте силы, потихонечку разводите костер. Когда вы развели костер, запаситесь дровами. Как разводить костер, вы уже поняли. Соберите побольше бересты, соберите побольше растопки. Заранее подтащите все к месту, подготовьте место. Перед тем, как разводить, у вас все уже должно быть готово. Тогда у вас, даже если вдруг костер начнет тухнуть, когда вы его разведете, у вас есть запас небольшой, который можно будет подложить, чтобы снова все разгорелось. И вам не придется бегать по лесу, метаться за дровами, когда у вас уже горит костер. У вас уже все будет готово. Обязательно расположитесь поудобней. Расположитесь так, чтобы у вас не горела обувь, не горела одежда. Если что-то нужно подсушить, подсушите. Мы уже показали сегодня, как это надо сделать правильно. Еще важный момент. Если вы заблудились, не жрите снег. Это самый лучший способ заболеть. То есть даже самый крепкий человек, он продержится только дня 2, может быть. Потом обязательно заболеет, во-первых. А во-вторых, снег – это теплопотери. То есть организм ваш, который и так попал в необычную для себя ситуацию, он теряет энергию за счет того, что плавит тот снег, который вы пытаетесь есть. Поэтому придумайте что-нибудь. Сверните из березовой коры, из бересты какой-нибудь кармашек-вороночку. На худой конец в куртке просто растопите, найдите какой-нибудь карман, в рюкзаке еще что-то там. Может быть, даже его придется оторвать. Хотя бы разогреть до состояния воды, но лучше не есть снег. В крайнем случае, конечно, выбора нет, но мы уже знаем, что костер сделать достаточно легко, даже если нет ничего под руками. И сделаете костер, значит, как минимум вы будете обеспечены теплой водой. Это увеличит ваши шансы. Ну и готовьтесь, разводите костер, обустраивайтесь таким образом из расчета, что вам здесь придется ночевать. Поэтому сразу же задумайтесь о том, как вы проведете эту ночь. На худой конец ее можно провести у костра. Может, вы, конечно, и не выспитесь, но как минимум вы не замерзнете под деревьями. С вами был Долговых Анатолий. До новых встреч!